Привет, Арми. В тот день что-то изменилось. Не только среди фанатов, но и по всему миру, кто следил за каждым шагом, каждой улыбкой, каждым крошечным движением двух имен, о которых фандом всегда шепчется – Тэхён и Чингук. Все началось с одной простой вещи – бег Тэхёна. Краткий момент, казалось бы, безобидный. Но для тех, кто следит за каждым шагом BTS, каждый маленький знак может означать нечто гораздо большее. Кто-то заметил бегущего Тэхёна. Ни одного. Он, казалось, был с несколькими людьми на открытом пространстве, и кому-то удалось его сфотографировать. Вот тут-то все и начало разваливаться. Сначала ничего особенного. На фотографии Тэхён просто тренировался с друзьями. Но фандом Арми, фанаты, которые знают привычки каждого участника, знали, что для Тэхёна ничто не является по-настоящему маленьким. Через несколько часов социальные сети взорвались. Все задавались вопросом, кто бежит с Тэхёном. Силуэт его лица, прическа, рост, движение тела – все было проанализировано. Одни говорили, что это Уугр Сквад, Пак Хёшин, Чхвеу Сик, Пак Саджун и таинственный человек в маске. Но другие настаивали, нет, это был не Пак Саджун, а это был Чингук. С этого и начался вчерашний большой переполох. Казалось бы, простое дело, но породившее тысячи теорий и доказательств по всему интернету. Фандом Тхэкук привык к слухам, но на этот раз все было иначе. На этот раз было настоящее движение, были изображения и странная энергия, которая заставила многих людей что-то почувствовать. Один пользователь написал: «Не знаю почему, но то, как они бегут, такое ощущение, будто кто-то пытается сбежать от мира». Фраза собрала 1000 лайков, потому что по какой-то причине многие согласились. В беге Тэхёна было что-то, похожее на побег от реальности, а не просто на утреннюю тренировку. Затем появился еще один слух. На другом фото они, Тэхён и еще несколько человек, отдыхали в скромном ресторане. И вот тут-то все и изменилось. Кто-то узнал на фотографии два лица. Сон Кан и Ким Йон Дэ. А в углу кто-то написал: «Погодите, это разве не Джихён из NCT?» Как только появился этот комментарий, обсуждение в фандоме превратилось в настоящую бурю. Потому что все знали, Джихён был из 97-й линии, из того же круга друзей, что и Чингук. Но проблема была в том, что Джихён собирался в армию. Так как же он мог быть там, бегать с Тэхёном? Этот вопрос мучил все фандомное сообщество. Кто-то говорил, что это совпадение, кто-то, что это старая фотография. Но другие увидели в этом код. Код, согласно которому их круги, Тэхён, Чингук, УГА и линия 97, могли бы никогда по-настоящему не разойтись. Теория Тэхёна в аккаунте X, Twitter, написала: «Если это Джихён, значит, Тэхён не Сугой. Значит, он бегает с людьми из круга Чингука. И если это правда, то что-то происходит». В течение нескольких часов после того, как пост стал вирусным, фандом разделился. Те, кто считал это чистым совпадением, и те, кто считал это скрытым знаком товарищества между двумя людьми, которых долгое время считали больше, чем просто коллегами. С другой стороны, некоторые фанаты заметили одну вещь. Тэхён выглядел нормально. Его лицо было расслабленным, движения – спокойными, и даже среди всей этой суматохи на его лице появилась легкая улыбка. Для тех, кто давно следил за судьбой Тэхёна, это выражение имело особое значение. Тэхён не из тех, кто легко проявляет эмоции на публике. Когда он выглядит счастливым без видимой причины, обычно что-то или кто-то делает его таким. Тем временем люди начали откапывать старые вещи. Старые видео Тэхёна, играющего в гольф с кем-то, предположительно Джихёном. Фотографии, показывающие сходство Тэхёна и Чингука в разное время. Пока, наконец, все не свелось к одному. Круг Тэхёна стал кругом Чингука. А круг Чингука стал кругом Тэхёна. Эта фраза стала своего рода мантрой для фандома. Потому что в мире Тэхёна совпадений не бывает.
Они верят, что каждый шаг, каждая песня, каждое место, которое они посещают, это форма молчаливого общения между ними. И на этот раз в центре всего – бег Тэхёна. Но за всеми домыслами скрывается нечто более глубокое. Что-то, что не всем известно, но сильно ощущается фанатами, давно следящими за этой историей. Тэхён и Чингук больше не молчат. Они начинают проявлять признаки достаточной смелости, чтобы быть увиденными миром, пусть и очень неявно. За несколько дней до инцидента Тэхён, как сообщается, посетил мероприятие W Корея. Он получил критику и негативные комментарии от некоторых пользователей сети за свой внешний вид и присутствие на мероприятии. Но, что интересно, всего через день его видели бегущим, свободно, беззаботно, словно пытаясь что-то доказать. Что с ним все в порядке. И для тех, кто знаком с характером Тэхёна, этого оказалось достаточно, чтобы зародить новую теорию. Он не бежит от проблем. Он бежит к чему-то. Кто-то опубликовал этот комментарий на форуме, и тысячи людей с ним согласились. Многие начали ассоциировать этот момент с легендарной фразой Чхве Ушика, одного из лучших друзей Тэхёна из Zoogar Squad. Если кто-то действительно нравится и приглашает на свидание, мы все встретимся снова. Фандом считает, что эта фраза – нечто большее, чем просто дружба. Это эмоциональный код, описывающий отношения Тэхёна и Чингука, двух людей, которые, независимо от расстояния друг от друга, всегда находят способ снова найти друг друга. Так возникла теория. Бег Тэхёна – это не просто тренировка. Он бежит навстречу с кем-то. И этим кем-то для большинства армии просто одно имя – Чингук. После этого возникла странная закономерность. Несколько фан-аккаунтов заметили, что каждый раз, когда Тэхён появлялся на публике с новым занятием, Чингук всегда появлялся с чем-то символически связанным. Когда Тэхён опубликовал фотографию, преимущественно в сине-белых тонах, через несколько часов Чингук появился в прямом эфире с похожим освещением. Когда Тэхён написал загадочную подпись, Чингук написал что-то похожее на косвенный ответ. И на этот раз, после того, как фотография «Тэхён бегает» стала вирусной, Чингук внезапно появился в социальных сетях со спокойным выражением лица и в спортивной одежде. Совпадение? Или молчаливый ответ? Поклонники теории Тэхёна называют этот феномен зеркальным отражением. Это закономерность, в которой эти двое словно копируют действия друг друга, словно передавая друг другу тайные сообщения посредством мелких деталей. Одна из самых популярных теорий появилась благодаря анонимному аккаунту на международной платформе. В аккаунте был представлен почти 10-страничный анализ, полный сравнения времени, фотографий и поведения пары. Она написала: «Тэхён никогда не появляется на публике без причины. Всякий раз, когда он выглядит расслабленным, всегда есть скрытый контекст. Когда он бегает, дело не в физической форме, а в балансе. И этот баланс всегда связан с Чингуком». Некоторым эта теория может показаться натяжкой. Но фанатам, которые годами следили за каждым его шагом, такая теория уже не кажется невероятной. Особенно когда видишь, каким спокойным остается Тэхён, несмотря на всеобщие споры. Он не уточняет, не отрицает, не подтверждает. Он просто улыбается. Это та самая легкая улыбка, которая, для тех, кто в курсе, появлялась на его лице в решающие моменты. Та самая улыбка, которая раньше появлялась на Чингуке, когда он смотрел на него на сцене. И вот тут фандом начал кое-что понимать. Иногда правду не говорят. Она видна лишь в тишине, в маленьких шагах, в коротких взглядах или на утренней пробежке, о которой гадает весь мир. Дни после этого переполоха стали одним из самых активных периодов в фандоме Тэхёна. Темы появлялась одна за другой. Анализ видео, сравнение фотографий, теория цветовой символики и даже расшифровка подписей в Instagram. Но среди всей этой суматохи все чаще слышен один вывод. Тэхён и Чингук не отдаляются друг от друга. Они находят новый способ быть ближе, в мире, слишком шумном, чтобы слышать их молчание. И, возможно, этот момент бега был его способом сказать миру: «Я все еще здесь.
Мы все еще здесь. После того дня фандом так и не успокоился по-настоящему. Каждый пост, каждый маленький жест Тэхёна и Чингука становился горячей темой в онлайн-сообществах. Однако из всех обсуждаемых тем больше всего выделялись две фразы. «Если кто-то действительно нравится и приглашает на свидание, мы все встретимся снова». Эта цитата Чхве Ушика теперь звучит эхом по всему фандому. Не только потому, что она прекрасна, но и потому, что она кажется уместной в контексте происходящего. Как будто эти слова – маленький ключик, открывающий большую дверь, полную тайн, между двумя именами – Тэхён и Чингук. И именно поэтому обо всем этом стоит рассказать.